Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал магии и колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии, руны. Магия, соответственно, цветом моей скатерти. Я занимаюсь также боевой магией, магией наказания, рассоры, мщения, любовная, откуп от дурной судьбы, от смерти, от болезни, договор с дьяволом. Также вы можете найти меня в телеграм-канале, где я публикую закрытые материалы, которые не проходят модерацию на других площадках. Также я есть в инстаграме. Сегодня у меня гадание по неделям, по знакам зодиака со 2 по 8 мая. Первая половина от рыб до льва. Каждое утро мы просыпаемся, потому что нами руководит ритм солнца. Мы можем этого не замечать, однако это так. И, соответственно, много других влияний высших сил, которые влияют на нашу жизнь в зависимости от знака зодиака. Но помним, что еще кроме высших сил, которые могут нам помогать, мешать, может быть, влияют на наше поведение и события извне, наши эмоции, наш разум, наше здоровье. Еще есть наша личная воля и магия. Итак, начинаем с рыбы. Неделя 2-8 мая. С чем ходит рыба? Начало. Карта дьявола. То есть некая зависимость, некая какая-то вот попытка бороться со своими эмоциями, может быть, попытка бороться с какой-то запутанной ситуацией, вырваться из какого-то замкнутого круга. Дьявол для тех, кто занимается магией, даже перевернутом положение означает скорее недоделанное, дойдите до конца уже тогда, доведите ваше, как говорится, дело полностью, потому что тут карта двоякая, да, для тех, кто не занимается магией, это скорее попытка отказаться от ваших каких-то зависимостей, которые вами овладевают. Так, по работе девятка жезлов перевернута, отказ от борьбы, сожгли руки, ничего не делаю, все само собой течет, или испугались препятствий. Также возможно, что этих препятствий слишком много, и пока действовать вы не будете. По социуму четверка кубков перевернута. Общение с человеком, которым раньше вам не хотелось, может быть, не было точек соприкосновения, не было интересно, но вам придется общаться по новой. То есть возникнет ситуация, возникнет, может быть, интерес какой-то, родственник, знакомый, друг, одноклассник. Новая вот попытка снова законтачить. Суд. Хорошая карта для состояния здоровья. Также карта хороша для того, чтобы посетить какого-то специалиста, который вынесет верный вердикт, проверить какие-то анализы, да, свои показатели, решенный вопрос. Также суд старший аркан, который хорошо влияет на принятие любых решений, то есть взвешенных. Да, не спешите что-то там вмешиваться, какие-то операции делать. Карта говорит, что взвешенно, запланировано решайте вопросы по вашему здоровью. Так, личная жизнь, девятка мечей. Тут скорее карта такая, знаете, что вы себя накручиваете, воспринимаете всех штыки. Для одиноких рыб скорее отвергаете вообще какое-либо даже представление какой-то личной жизни. Вообще ничего не хочется. Если у вас уже отношения в браке, вы на себя накручиваете. То есть какая-то нервная рыба у нас на этой неделе. И конец недели. Вестник жезлов, беготня, хлопоты, пока какие-то незапланированные. И пока толком без какого-то результата. То есть не ясно, чем они закончатся. Так, наши овны. Что наши овны? Наши овны активные, наши овны отстаивают свое мнение, отстаивают свою позицию. Ну, такая достаточно хлопотное начало недели. По работе заносят хвосты, старые дела, старые клиенты, все по-старому. Возможно,
есть некие неприятные доделки, есть неприятное то, что надо доделать. Также предложение вернуться куда-либо, куда вам не очень хочется возвращаться. Такая немножко такая карта, да, двоякая. 3 пустых кубка, 2 полных. Все по-старому. Также, если вы ищете работу, в поисках работы, то вам предложат, но она такая вот не очень такая радостная, да, наполовину решает только ваш вопрос. Двойка кубка, интересная карта в социуме, возможно, какая-то встреча с старым знакомым, просто где-то на какой-то тусовке, которая может прийти в личные отношения. Также доверительные отношения, важный какой-то разговор, человек, который вам помогает, поможет эмоционально, в том числе и продвинет ваше дело, если у вас есть дела в государственных органах. Свой человек, помощь, доверительная беседа. Так, состояние здоровья, вложения, может быть, не запланированные, может быть, срываются какие-то ваши планы относительно. Ну, это скорее планы по удержанию состояния, по вложению денег. То есть нежелательно на этой неделе проводить какие-то плановые даже вот проверки, там какие-то анализы брать, потому что что-то вот зря потраченные деньги, может быть, вот так. Ну, нестабильность какая-то в плане лечения. Что-то идет не так. По сути, не означает ухудшение здоровья, но тем не менее дополнительные бессмысленные траты. Так, личная жизнь, отшельник. Ну, одиноким это знакомство. Причем он сразу говорю, что какой-то отшельник, мутный. Мутный. Может быть, это знак дева у нас еще означает мужчина. Дева. Также какие-то тайны от вас, если у вас есть отношения, значит, человек какие-то там хранит тайны, действует тайно. Вот так. Или вы тайно с ним встречаетесь. Вот так. Ревность, еще и ревность. Ну, значит, тайны такого вот характера. Кто кого ревнует, это уже, я бы сказала, все-таки это ваша ревность. Какая-то интересная такая любовная карта у овнов, у женщин. Ну, мужчин это вы сами. Что-то себе тайны какие-то, тайные встречи планируете, тайные какие-то мысли вынашиваете. Ну и семейным то же самое. Что-то там задумались. Тельцы. Тельцы пытаются продавить все вопросы сразу, взять все под контроль. И у вас это не получается. То есть вы передавливаете это слишком передавливаете. Либо не хватает силенок на это. По работе, колесница, несостоявшиеся отложенные поездки, ну, на короткое расстояние. Разногласия с партнерами, да, один туда, влево, другой вправо тянет. То есть это такой вот напряженка. Так, связь с какими-то родственниками. Подвешенный часто означает, что вы вынуждены делать какие-то встречи, идти на встречу людям, которые вам не нравятся, выполнять обязательства, которые вам уже не хочется выполнять, связь с людьми, которые вам неприятно обременяют вас. Ну, вот так вот придется. Вестник кубков. Прекрасное состояние здоровья, хорошее известие, улучшение состояния здоровья для кого-то может означать зачатие ребенка, рождение ребенка. Так, ваша личная жизнь, какие-то сплетни за спиной, кто-то о вас сплетничает, о вас, может быть, о вашей семье или о вашей личной жизни. Ну, иногда это даже приятно узнать, да? Что они там такое рассказывают интересно. Так, 7 пентаклей. Ну, это вам вас траты. Тельцы очень не любят незапланированные траты, но вот такая вот жизнь. Такое случается. По близнецам. Близнецы на этой неделе мечтают высоко. Причем у них большие планы, грандиозные, космические. Космические близнецы у нас.
которые прям летят куда-то на космическом аппарате вверх. Очень интересно. По работе. Шестерка мечей. Ну все, и по работе, то есть запустился у нас близнец куда-то очень далеко, очень широко, устремился, наметил себе какие-то очень важные цели. Также это может быть поездка по работе, командировка какая-то. Причем вы достигнете своей цели. Так, отдаление от всего мира, ну правильно, чтобы они вас не сбивали. Держитесь на расстоянии, отдаленность, отдаление от всех родственников, друзей, знакомых, состояние, я бы сказала, такого одиночества, да, так. Уйдите, уйдите, я переосмысливаю прошлое. Состояние здоровья, четверка пентаклей, ну тут нарушение вашего режима может быть сказаться как-то, где-то не доел, что-то не доспал, по сути не означает ничего серьезного, однако нарушен ваш какой-то образ жизни, в связи с чем может быть, да, где-то питьевой режим, где-то режим еды нарушен. Семерка жезлов, очень интересная карта в личной жизни для одиноких, может означать, что вы будете под прицелом каких-то разных лиц противоположного пола, это для мужчин и для женщин. Если вы в отношениях или в браке, это что между вами такая терка будет, где вы будете доказывать свою правоту, ну и докажете. А близнецы они всегда со всеми все докажут. Под конец карта борьба с ветряными мельницами, пятерка мечей, то есть карта войны перевернутая, вы пытаетесь что-то, вот может, скорее связано с вот этим в личной жизни, что-то кому-то доказать, но вы себе больше придумываете противоречия, их там нет, просто вас прекрасно понимают, вы эти ветряные мельницы себе как бы подкручиваете, их нет. Интересная карта. Как только начинается лететь к звездам, сразу появляется в личной жизни, да, ограничители. Так, наши раки. Туз пентаклей в перевернутом виде. Отличная карта, по-любому. С трудом, но вы достигаете какой-то очень важной материальной цели. Вы это уже чувствуете. Может быть, с потерями, может быть, это слишком поздновато. Но, тем не менее, это дом, это некое основательное достижение, вступление в наследство. Но сейчас посмотрим, с чем это срезонирует. По работе. Тройка мечей, да. Тройка мечей, это затирают вас, ваши успехи. Ну, раки, они очень обидчивые, иногда раздувают, иногда то, что есть, увеличивают, иногда то, чего нет, придумывают. Тройка мечей, обида. Может быть, действительно какой-то проигрыш в конкурентной борьбе, или ваши успехи, ну так конкретно задвинут. Не очень хорошая карта для переговоров, вас в чем-то упрекают и так далее и тому подобное. То есть карта такая не с неприятных. Так, ваша социум, перевернутая звезда. Ничего страшного, говорит о том, что вы не надеетесь на окружающих, не стройте на них планы, и они на вас. Ну вот так вот. Скорее такое признание бесполезности неких людей для себя. По состоянию здоровья король жезлов. Ну, для женщин это может быть такая горячая, страстная. Какой-то король. Прям в целом может означать не обязательно короля, значит, прекрасное, бодрое состояние здоровья, когда все у вас горит в руках, говорится, в ногах и во всех местах. Хороша карта для спортсмена, для всякого рода побед на спортивном поприще. Очень хорошая карта. Так, и в том числе эротическое состояние личной жизни. Семерка жезлов перевернута, уход от каких-либо препирательств. То есть тут карта, где вас к чему-то принуждают, а рак себе заползет куда-то и будет там прятаться. Также, если вы одинокий рак, скорее всего, что те люди противоположного пола, это для мужчин и женщин, которые будут одолевать вас со своим интересом, вас не заинтересуют. Вы будете от них прятаться.
Ну, о браке в отношениях вы скажете, нет, я ничего доказывать не буду, пойду грустить. Так, девятка кубков, любовь, морковь, это вот рак, один из любителей придумывать. Любовь, морковь, ну что, рак своего добьется своими такими обидами. Любовь, морковь, вас будут любить, хвалить, обожать, говорить, я все сделаю, как ты скажешь. Вот так вот. Это скорее любовная любовь, вот так. Эх, любовь. Наши львы. Умеренность. Это лев такой весь взвешенный, весь строгий, порядочный, благородный, да, в раздумьях, взвешивает обстоятельства, взвешивает ситуацию. Весь он такой вот без каких-либо обычных своих порывов, взрывов сознания. Может, даже где-то на чем-то вдруг решил экономить, да. Удивительный лев. Что мне свойственно. Так, по работе прорыв. Это может быть и творческий прорыв, и прям весь такой сконцентрировался. Однако, смотрите, туз мечей нехорошая карта в случае, если вас что-то долго беспокоило, долго тянулось. Какая-то хитрая, непонятная ситуация, она может закончиться, ну, очень нехорошо. То есть, если шло какое-то расследование, или, может быть, вас тяготил какой-то сложный вопрос, он может вылиться и в увольнение, серьезный конфликт. Вот. Если ничего такого не происходило тяготеющего, то есть это вы собрали силы и осуществили прорыв. По состоянию социума пятерка жезлов, уход. Уход от какого-либо контакта, доказательств, общения. То есть тут лев сосредоточился. Вот я, скорее всего, что вижу, что вся ваша энергетика, перед прыжком собрался лев, и скорее по работе прорыв у него. Да, отошел от всех советчиков навязчивых, от какого-либо социума, от каких-либо там контактов этих. Так, состояние здоровья по-прежнему. Однако означает, если вы выздоравливаете после какой-то операции или сложной болезни, выздоровление задерживается, потому что тянут какие-то прошлые. Возможно, возникновение на фоне вот этого старых каких-то болячек, да, старых болячек. Старые, хорошо известные, недолеченные, недоделанные. Вот они пролезть могут, даже если вы абсолютно здоровы. Что у вас там когда-то болело? Ух ты, солнце, вот это интересно. Ну что, серьезно сосредоточенный лев на этой неделе у нас. Весь такой брачная карта солнца, хоть и перевернута. То есть даже, я бы сказала, такой хладнокровный подход. Брак, предложение, знакомство для брака. Может даже где-то такой вот, знаете, брак по расчету для одиноких знакомств. Вообще шикарная карта. Вообще соединение с тузом мечей говорит о том, что это как-то связано с вашим разворотом, прорывом по работе. Ой, так, и причем у вас шестерка кубков. Это брак с человеком, отношения с человеком, которым вы давно знаете. Это как, знаете, встречались и решили пожениться прям. Или у вас какая-то встреча с этим. То есть очень светлая, очень приятная, очень домашняя семейная карта для львов. Такая вот. Получить предложение замуж, получить согласие, если вы мужчина, да, предлагаете своей девушке замуж. Или встреча с человеком из прошлого, с которым у вас вот начинается семейная история. А с вами была ведьма Графина. Все мои контакты для обращения за платными услугами в письменном виде под этим видео. До свидания. Пожалуйста, не звоните, только писать.